Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что заходите и комментируете все происходящее. Олег Соскин прямо сейчас со мной на связи. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Игоревич, тяжелое время, и обстрелам подвергается инфраструктура украинских городов и, понятное дело, столицы. Вот такой новый этап войны. Достаточно все было предсказуемо, с одной стороны. С другой стороны, непонятно, что дальше. Как вы анализируете вот такую активизацию боевых действий Путина? Ну, мы с тобой уже когда общались, я ж про это говорил, и мы обсуждали, вот, что будет именно вот этот этап. Когда он будет бить по Киеву, по Львову, по вот это северо-западным городам. Но предполагалось, что это будет делаться с Беларуси. Так легче ж было бы, правда, ближе. А оказалось, то есть, скажем, ну, для меня было немножко что неожиданно, что они найдут вот этот инструмент иранских дронов. Вот это я, честно говоря, не ожидал, что такую паскудную роль будет играть вот этот теократический режим этих, так сказать, шиито-огнепоклонников Аримана, этих аятолл. Вот что напрямую они станут вот третьим государством оси зла. Россия, анклав вот этот Беларусь с этим умалишенным Лукашенко, и что напрямую пойдут именно вот эти аятоллы, Хаминеи займет фактически такую же позицию, как Лукашенко. Вот это, честно, для меня было неожиданным фактором. И что в таком объеме я, честно говоря, не предполагал, что они накопили такие объемы дронов, что передадут их так быстро. Нигде ж не было до этого информации. Главное, что даже Израиль молчал. Штаты молчали. Никто не говорил, что там накоплено такой объем этой гадости. И вот это стало, конечно, очень серьезным фактором. И сегодня именно с помощью этих дронов идет главный удар потерь для украинских городов. Вот, они, что получается, ну и по Киеву, конечно, это то, что они с Киевом творят, это просто какое-то, ну, безумная фантасмагория, и даже нельзя было себе представить. И оказалось, что, к сожалению, украинское руководство и военное, и политическое не готово к этому. И абсолютно к этому оказались не готовы ни Штаты, ни Великобритания, ни НАТО. Никто к этому оказался не готов. А Израиль почему-то не предупредил об этом. Вот это противно. Они же про это все знали. Они знали. И вот получается, именно через иранский этот дроновый фактор сегодня мы получаем самую большую потерю именно энергетических объектов. Более того, оказалось, что за эти 8 месяцев они уже провели очень серьезную разведработу, и они установили дислокацию, местоположение, уровень работы, интенсивность, графики всей нашей украинской энергосистемы и нашли слабые точки, куда надо бить, чтобы ее вывести из строя. Значит, есть предатели, есть, которые сдали схему. Это как бы понятно теперь. И плюс они, конечно, то, что им это удается так точно наносить удары, и Киев, конечно, тоже Киев оказался не готов к этому. Ну, Кличко, он вообще, как говорится, не по этим делам. Он всю жизнь привык только кулаками работать и голову под удары. У него там вообще мозгов нету, это понятно. Абсолютно оказался никчемным вот этот, которого этот назначил главой полевой этой военной администрации в Киеве. Такой же никчемный, я считаю, этот в Киевской области, Кулеба. То есть вот здесь очень слабое звено, очень слабое звено. Они не готовы, и руководство страны, и военное, генеральный штаб, этот как он, ну короче, Наша, это начальник генерального штаба, это вообще шкарлата, это вообще какое-то недоразумение.
Вот. Говорят, что он только умеет ездить, эти самые, получать разные, так сказать, бумаги зеленого цвета, которые в самолетах приходят. Может, врут, конечно, но есть такая информация. Поэтому, конечно, это оказалось совершенно недопустимо. Совершенно недопустимо. И это будет нарастать. Это очень плохой фактор. И мы видим, смотрите, считая с 10 числа, он идет по нарастающей. И главное, мы с тобой говорили, и я про это на своем YouTube-канале сколько говорил, кстати, вот могут же посмотреть там, что очень опасен Суровикин. Очень опасен. И он сейчас выдвинут именно на эту должность, чтобы уничтожить всю инфраструктуру Украины. И вот мы пока не видим, то есть мы не видим действий, как собирается военное и политическое руководство страны этому противостоять и этому эффективно защищаться. А ситуация, на мой взгляд, только может быть одна: это надо наносить удары по их городам. Только так. А как еще? Защищать себя надо. Но у нас нет, оказалось, дронов, у нас нет антидронов, у нас ничего нет. Это вообще безумие. Вот. И нет заводов по производству. Я говорил, что надо давно было их сделать и в Словакии на территории, с Чехией договориться той же. Этого ничего не сделано, ни антидроновой модели, системы защиты нет. Вот. И поэтому, конечно, я говорил, что выезжать. Я всем говорил, выезжайте, не сидите. Все шумные, да, ну вот, пожалуйста. Ну вот знаете, вот этот момент очень высмеивают сейчас в интернете. Мол, 24 числа говорили, не паникуйте, уезжайте, ну, чтобы как бы, ну там, не было, скажем так, не мешайте военным, чтобы военные могли проехать, чтобы не было пробок. А, собственно, мы посмотрели вчерашний день, когда украинцы сами пытаются стрелять по этим дронам из того, что у них есть. То есть украинцы тоже изменились за это время. Конечно. Конечно, это уже нация воинов. Это Путин, этот мудак, зря так думает, что он что-то здесь делает. Мы же не сирийцы и не эти самые чеченцы, что раздавили их всех. Он зря лезет. Это мы нащадки ариев, скифов, кельтских этих систем всех. Поэтому славяне, это он всегда, ну я в армии служил, я же могу сравнивать, как себя вели украинцы, как себя кацапы вели, и, так сказать, это вся, как они называются, московщина, московиты, голить это. Вот. Как себя вели те, которые из Татарстана, башкиры, кавказских народов, я очень много этих представителей разных видел. Поэтому я это все помню и могу сравнивать. Ну, украинцы самые мощные были. Вся армия держалась в Советском Союзе только на украинцах. Только на украинцах. Весь младший сержантский состав, вот, эти старшины рот, сержанты и так далее, замком взвода, это в основном были украинцы. Где-то, ну, наверное, на 80%. Поэтому как он может победить украинцев? Это невозможно. Но просто будет очень тяжелая затяжная война. Мы входим в зиму, в войну. Вот это, то есть он как бы сориентировался, этот урод, кагибистское чмо это. И смотри, что он делает. То есть он выиграл время путем нанесения вот этих, назначения Суровикина. Принята модель бить по городам, по гражданским объектам, так? То есть это уже чистый геноцид, это исламское государство, это Аль-Каида, это открытая модель Аль-Каиды исламского государства. Вот вспомни, как они провозглашали цели, это удары против мирного населения, террористические удары, массовые удары в городах против мирного населения. Вот сейчас Путин встал на эту модель. И Суровикин — это фактически его сегодня главная ударная сила, которой подчинена вся фактически армия, наносить именно, он же командует космическими ракетными войсками, у него две должности, наносить удары по столице и по другим украинским городам, то есть сравнять с землей. И вот, но тогда есть только одна модель противостояния, она выработана Израилем и США.
Это модель уничтожения лидеров Аль-Каиды, Исламского государства, этих всех террористических, этих самых талибов. Вот другой модели не существует. То есть физическое физически устранить Путина и никак по-другому от этого уже не избавиться. Первого Суровикина надо уничтожить. И тех, которые сидят на командных пунктах. Потому что не может же, то есть, скажем, вот смотри, самолеты вылетают, да, с этими ракетами, иксами и так далее. Там сидят определенные люди. Эти определенные люди, они же не с Марса прилетели, правильно? Они имеют своих там родственников, семьи, они бьют по гражданскому населению. Это же уже не война. Это не война, это геноцид. Это террористический геноцид. Раз они так делают, значит по ним, они таким образом, знаешь, вот я участвовал в молодости в этих всяких там, так сказать, битвах молодежи. И если у нас считалось в Киеве, там я в 4-м поколении киевлянин, если кто-то вытаскивал нож, то он, считалось, подписался, что его тоже ножом могут, так сказать, он в ответку получит. Вот то же самое сейчас. Раз они вытащили вот такие методы, значит Суровикин подписался, что с ним и его всеми близкими окружением могут поступить точно так же, как он делает. Он же не участвует в открытых турнирах, да? Я уже там про рыцарство вообще не говорю. Он уже просто вообще не участвует как бы в открытой схватке. Эта сука сидит где-то в закамуфлированном там самом, как он называется, убежище, да, в бетонном бункере, и оттуда дает команды и видит же, куда бьют ракеты эти шахиды и вся прочая дрянь. Ну раз так, значит надо эту крысу оттуда выковырять. Но надо выковыривать не только его, а все его вот окружение. Надо их фотографии с пилотов, их семей показывать. Тех, кто сидит в командных, там же и иранский инструктор есть. Значит, надо их просто командные пункты уничтожать. Ракетные командные пункты, эти самые беспилотников командные пункты самолетов и так далее, и так далее. Где на базах они. То есть надо уничтожать физический элемент. Потому что это подготовленные люди, всю жизнь готовившиеся к войне. То есть они имеют огромное военное, милитарную подготовку. И эти суки бьют по незащищенным, необученным мирным людям, женщинам, старикам и деткам. Понимаешь? То есть какими падлами надо быть, извини за выражение, падалью какой, чтобы быть подготовленными, иметь специальное оружие, все, системы, наведения, ну все, и охотиться за мирными беззащитными жертвами. Значит, должны соответствующие быть бригады, это известно было, как это делается. Израиль прекрасно этими инструментами владеет, и надо их уничтожать. Надо их начинать уничтожать, они же не могут так быстро размножаться. Вот выбили сейчас руководство исламской державы, Аль-Каиду уничтожили. То же самое американцы сделали с исламской державой. Вот и все. Это прекрасный метод, когда уничтожается головка. И практика показывает, что больше такие людоеды быстро не выращиваются. И все, их надо просто, так сказать, фрагментировать. А какой выход? Другого выхода нет. Но то, что украинцы, ты правильно говоришь, защищаются в городах, и это отлично. У нас же есть очень, я говорил, много охотников. Есть такая модель, я думаю, ты ее знаешь. Когда вот есть такие приборы, люди тренируются, вот эти, которые умеют стрелять по этим, знаешь, там на охотах гуси, там эти вальшнепы, там и утки и так далее. И запускаются тарелочки, да. Есть такие очень быстрые системы, и есть такие люди, которые умеют их сбивать. Это очень непросто, особенно когда несколько тарелок выпускается, и он сбивает сразу 2-3 тарелки. Это вообще уникально есть. И у нас есть такие. Вот их надо просто собрать всех, провести инструктаж, выдать им соответствующую военную, так сказать, оружие, раскрепить их хотя бы в этих городах. И они, главное, хотя бы начать уничтожать вот эту дрянь, эти беспилотники. То есть самая как бы тяжелая, мы уже видим, ситуация, это беспилотники. Но здесь большая проблема, Олег Игоревич, в том она заключается, что ну вот уже даже там в эфирах, на YouTube-каналах, там каких-то студий, каких-то каналов, которые вещают в YouTube,
уже есть как бы, ну, определенное указание на то, что вот беспилотник, который на Жилянской попал в дом, и там семья погибла молодая, вот он, его курс был, давайте так выражусь, смещен вот этими выстрелами. Стрелять по беспилотникам в городах, но это же будет еще опаснее. Нет, я же сказал не так, стрелять там каждый вышел и с ружья пуляет, с карабина или с автомата. Я говорю про тех, есть снайперы, которые умеют сбивать, это одиночный выстрел. И они попадают точно в цель. То есть он его просто сбивает, это профессионалы. Я же не говорю, что каждый вышел, как там этот самый предлагал один, там этот, говорит, пулеметы поставить на этих самых. Это, конечно, опасно. Ты что, пулеметные очереди? Там правильно в одном канале пишут, что, ребята, а пули куда полетят? А я говорю про высокопрофессиональных снайперов и специальные стрелковые винтовки, дальнобойные, с соответствующими патронами, бронебойные и так далее, и так далее. И вот они должны, они и у нас есть такие люди, понимаешь? Я же не зря говорю, те, которые бьют по вот этим тарелкам, специально есть обученные люди, которые умеют стрелять именно, ну я видел таких, которые умеют поражать вот такие цели. У них колоссальная реакция, у них точный глазомер, они попадают точно, там нету такого, что он меняет курс. Правильно? Потому что это попал какой-то патрон. Понимаешь? Ну попал, но он не попал туда, куда надо, чтобы сразу тот вышел из строя, взорвался и все. А он просто повредил его, и тот изменил курс. Ну это тут ничего не сделаешь, надо было его на подходах сбить. Они же 400 километров летели, понимаешь? То есть их, значит, не обнаружили, их вовремя, их не сбили на подходах к Киеву. Вот о чем речь идет. То есть это должны быть специальные мобильные группы, вооруженные соответствующей аппаратурой и соответствующими винтовками. И тогда они, но это талантливейшие люди, которые могут это делать. Но есть такие. Среди охотников есть, среди снайперов есть. Поэтому это совсем, мы говорим про разные вещи. Это просто во главе того же МВД, ну кто такой Монастырский, Александр? Ну взяли мальчика Монастырского, ну взяли потом еще кого-то. Ну кто такой Буданов, кто такой Малюк и так далее. Мы их вообще год назад вообще этих людей не знали, понимаешь? Поэтому они дилетанты, они некомпетентные, у них нет жизненного опыта, они еще дети, они ничего не знают, они как бараны бьются в закрытые двери, у них такое же окружение, понимаешь? Поэтому тут есть, в стране есть очень знающие, профессиональные, глубоко эрудированные интеллектуалы с огромным опытом. Но вот эта молодежь вся, Зеленский, Ермаки, Тимошенко, это же просто дети, понимаешь? Что они делали еще 3 года назад? Они занимались чем? Перформансами. Они просто были артистами, маленькими детьми-дилетантами. Но в силу обстоятельств так их, как говорится, выкинула судьба, что они сегодня руководят государством. Но если Кличко всю жизнь своей занимался одним, что он морды бил и ему морду били. А теперь он мэр. Последние там сколько? 6 лет, да? Но от этого что не изменился? Он же всю жизнь был с детства, занимался тем, что ему били, он бил по голове, ему били по голове. Все. А потом он теперь должен заниматься вот этими вещами. То же самое в Николаеве, там, в Херсоне и прочее. Это все дилетанты, которые учатся на крови граждан, которые, так сказать, в силу каких-то обстоятельств бросили в урну за них бюллетень. В силу подачи каких-то, покупки голосов и так далее, и так далее. Но их же не готовили как системных стратегических менеджеров для военных, действующих в кризисных военных условиях жизни и смерти. Да, ну вы правы, их и в мирных не готовили. Это так... Такой исторический период. А что уж говорить о военных, скажем так, проблемах. Олег Игоревич,
занимаешься, правильно? Ты же готовишься к этому, все. И ты же, как говорится, ты же не идешь, например, поваром работать, правильно? Или руководить гостиницей, понимаешь? И я там тоже что-то не делаю. То есть мы делаем то, что мы умеем делать. И мы не говорим, вот мы давайте делать будем то, там, или электростанцией руководить, или атомной станцией, понимаешь? А тут, получается, люди, которые вообще занимались фиг знает чем на рояле, они вдруг теперь руководят целыми странами в условиях войны. Ну, естественно, за это надо платить. Да, да, и Вот. цена очень кровавая. Об Арестовиче хотел с вами поговорить. Ну, вот такие достаточно резкие его заявления о том, что дает Запад оружие по чайной ложке, мобилизация Российской Федерации и вот количество солдат увеличивается на передовой, и, соответственно, если мобилизуют 1 миллион граждан Российской Федерации, Украине тоже нужно проводить еще одну мобилизацию. И действительно ситуация не такая радужная, которая вот была еще там буквально несколько недель назад, до мобилизации, в начале мобилизации в Российской Федерации. То есть что-то начнет меняться. Как вы оцениваете вот эту перемену риторики самого Арестовича, ну и, конечно, суть проблемы, которую он изложил? Проблема есть. Арестович, он же очень чувствительный. Он очень, его психическое, как бы так сказать, его психическое поле очень чувствительный, он как локатор действует, он ощущает изменения на уровне информационно-энергетических полей. Плюс у него обучение хорошее, ну, у него все задатки экстрасенса есть, это 100%. Он может работать, как я понимаю, с измененным сознанием. Так же, кстати, как и Зеленский. Так вот, он чувствует вот то, что меняется вся модель. То есть, что происходит? Вот эта банда во главе с Путиным, потому что Путин — это матка. Это если брать рой саранчи или муравейник, скажем, боевых, знаешь, такие крупные муравьи с челюстями есть. Вот это Путин, это матка. Он стержень, он их как бы, он оплодотворял, откладывал яйца. Его оплодотворяли, он отложил яйца, эти карибийские. Поэтому, когда говорят, что он сдохнет или они его уничтожат, это большая ошибка. Как, я не знаю в природе такой модели, чтобы нижний уровень этой стаи мог уничтожить матку. Я не знаю такого. Неизвестно мне. В пчелиных системах там просто новые матки, когда появляются, они просто забирают часть роя и уходят в сторону. А как вот в этой модели, чтобы сами члены роя уничтожили свою матку, я такого модели не знаю. Так не бывает. Так вот, исходя из этого, принято другое решение. То есть они поняли, на поле боя они нас победить не могут. Невозможно. Это то, что ты сказал, что украинцы просто сами теперь берут. То есть фактически вот именно в Украине начинается фаза народной войны. Это народная война уже. Отечественная народная война в Украине, не в Москве. Там нет ее, там просто есть рой. И там не основная часть населения в этом концлагере, они не обладают субъективированным сознанием. А ну такие как Арестович, Миша Подолян, конечно, они обладают. Ермак — это 100%. И вот Арестович говорит, что изменилась ситуация. Правильно? Я говорю, и другие есть люди говорят, тот же Пьянтковский очень хорошо об этом рассказывает. Да, и наши тут вот этот, как ты говоришь, который у тебя вот был, Чаплыга. Вот. То есть что получается? Получается, что мы можем говорить, что нашел как бы Путин, какую модель. Они же посчитали, правильно? То есть, ну там некоторые говорят 29 миллионов у них резерв. Нет, у них 24 миллиона, даже меньше. Я думаю, реально, вот если брать не количественно, а по состоянию здоровья, готовности, у них максимум есть сегодня мобилизационного ресурса 18 миллионов. Вот, понимаешь? 18. Ну вот считай, из 18 миллионов
можно набрать тех, которые, ну, как бы готовы, более-менее подготовленные, 10%. Это 1 800 000. Ну, это вот все. Делим 1 800 000 пополам, 900 000. Вот 5% от этого обычно можно как-то, ну, как бы их достаточно быстро, там, например, год 800 000, вот 5%, как-то подготовить. И нужна этапность. У него этого не было возможности. То есть они пошли путем, загребли 300 000. Причем им периферийных не хватило. И по качеству периферийные оказались вот в этих всех, где они набрали провинциях, абсолютно тупорылыми. Им пришлось добирать в Санкт-Петербурге и Москве, потому что им надо были мозги. А оказалось, что это только есть Санкт-Петербург и Москва. Мы не слышим ничего по поводу Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, ну вот этих волжских городов, там типа Нижний Новгород, Самара, Саратов, вот этого, понимаешь? То есть получилось, что они набрали вот эти 300 000, я думаю, набрали, вот то, что Шойгу говорил, но параллельно им понадобилось набрать еще 120 000 нового призыва. Потому что пошла демобилизация, и надо набрать новых просто неконтрактников. И вот здесь у них произошел сильнейший пробой. Оказалось, что они не могут набрать вот этих неконтрактников. Они тогда решили по-быстрому сделать Москву и Санкт-Петербург. И обломались. И настолько обломались, что пошел перепух, и Собянин срочно издал эту фигню, что прекратить. И то же самое в Санкт-Петербурге убрали комиссара и там изменили ситуацию. Тоже, то есть пошел такой напряг по Санкт-Петербургу и Москве, что прекратили набор. Вот это набирали на 120 000. То есть мы можем сказать, что задача 300 000 формально решена. Поэтому Арестович прав, и это мясо уже брошено на передовую. Но они настолько спешат, что они его бросают вообще без подготовки, без ничего. Мясо оказалось совершенно тупорылое, глупое, и оно идет. То есть оказалось, что есть только 2 таджика, которые оказались, их же загребли тоже. Они приехали на работу, там никакого исламского фактора нету, ничего там нету. Просто одному 23, другому 24 года. Они говорят, так мы же на работу приехали. Мы под это не подряжались. У них пошел сдвиг в фазе, может они еще какие-то там, какой-то этот самый порошковый запрещенный элемент использовали для просветления сознания. И они жахнули. Они же к совсем обращались. Говорят, ну что же у нас это же не просто так, это произошел срыв психического состояния, когда у людей поехала крыша, планка упала, и они их жахнули. Вот и все. И вот это очень символично. То есть фактически вот эти 300 000, они абсолютно не готовы. Но Путина это не интересует. Он их хочет просто использовать суровительный метод, бросать, это жуковский метод, сталинский метод, просто ими забросать передовую. Вот, это главная цель. Оказалось, что население в Москве, им пофиг их дети. Понимаешь? То есть это как стадо. Стадо, и это стадо не замечает, что берут на убой членов стада, которые даже сами проявляют инициативу первыми пойти в мясорубку. Как долго вот этот момент будет? Что делает Путин, и мы это уже знаем. Они не говорят близким о том, что их уже кого-то, мужа, ребенка или тра-та-та-та-та, что его уже в мясорубке, так сказать, смололи и выбросили на корм опарышам. Вот это очень такая опасная вещь. То есть люди, которые живут в Москве, у них нет индивидуального сознания, чтобы осознать, что они гибнут не за миллиардеров, а за триллионеров. Потому что это шобла, они же триллионом управляют денег. А у людей срабатывает советская планка,
советская матрица, что это якобы за родину, за Сталина, блин, еще за что-то. А на самом деле просто их используют для защиты триллионеров, чтобы их бабло защитилось. Вот. Но нет понимания в середине. Поэтому вот и Арестович говорит, а мы готовы, чтобы перемолоть новых 300 тысяч. То есть задача за 7 месяцев, считай, вот ту всю армию перемолотили. Вместе с их оружием, со всем. Их уже нету. Но перемололи не только рядовой состав, перемололи сержантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов и майоров. Да и генералов То есть, тоже. Ну, тех можно еще найти. Понимаешь, тех все-таки меньше. Тех еще как-то можно найти. У них много, они их много подготовили. Полковников, которых они сделали генералами. А вот этого состава у них просто уже нету. Вот этого нижнего состава, которые должны находиться и руководить боевыми действиями. И вот в этом и главная проблема. Они их просто выбили. Ну, украинская армия их уничтожила за эти 8 месяцев. Теперь смотри, получается, есть мясо, но нет военной соответствующей современной техники, нету обученности и всего прочего. Они решили так, будем бить по городам вот этими дронами, ракетами и прочей дрянью, уничтожать нашу инфраструктуру и города, и параллельно будем забрасывать мясом. И что они думают? Выиграть время до зимы. Вот их задача. То есть они хотят стабилизировать линию фронта. И вот если они ее стабилизируют, тогда, конечно, Украине будет, ну, неприятно, прямо скажем. Потому что если мы сейчас, если армия Украины не прорвет где-то куски, то есть задача одна должна быть. Ну, как бы и Арестович это типа сформулировал, но неправильно. Он все это свел, что надо и у нас мобилизацию провести. Но это глупость. Потому что мобилизация ничего не решает. Надо усилить подготовку мотивированных людей, имеющих потенциал воинов среди мужчин и женщин. То есть те, которые имеют потенциал воина, которых надо немедленно отправлять хотя бы на месячные минимум курсы в Германию, в Данию, в Норвегию, в Англию, в Францию, ну вот то, что сейчас где Испания, там вот, то есть на обучение надо получить соответствующее вооружение, как можно больше, и вот тогда вот эти воины, да, мотивированные, имеющие внутренний потенциал и матрицу воина. Потому что мирного, ну что мирного туда посылать, он не может воевать. Понимаешь, он не структурирован под воина. У него другая модель, матрица ментальная. Понимаешь? А есть женщины шикарно структурированные под воина. Вот, в принципе, вот эта Савченко, да, если у нее убрать вот эту поехавшую у нее политическую составляющую, если ее раскодировать, то у нее есть, как у женщины, вот эта матрица, понимаешь? Ну да, раскодировать Савченко. Мы понимаем, о чем вы говорите. Олег Игоревич, я просто вот к чему? Я к тому, что вот понятно, что нужно противодействие, понятно, что нужен Запад, но вот смотрите, какая-то вот странно геополитически выглядит ситуация. Тут Германия выдает результаты расследования по взрывам на северных потоках. Говорит, что Россия бахнула сама, чтобы Германию уже подсадить на Северный поток-2. И это, ну, понятно, что вот это как бы то, что многие говорили эксперты, но вот то, что сейчас заявляется на вот таком уровне. Но ведь многие эксперты и говорили о том, что Западу проще с Путиным договориться за счет Украины. И как тогда раскодированный народ-воин, которого будут, собственно, если этот план, если эти там предсказания и вот эти, собственно, эта аналитика сработает, которые будут загонять в узду каких-то мирных договорняков и каких-то вот ущемленных интересов. Как тогда быть? Ты правильно говоришь, но есть одна важная вещь. Запад неоднородный. Великобританию нельзя уговорить.
Государство моря уговорить нельзя. Соединенные Штаты нельзя уговорить. Для Великобритании и Соединенных Штатов Московия — это генетический противник. Она структурирована как государство типа Земли. Поэтому для Великобритании и Штатов, а Штаты — это производная от Великобритании, их миссия и жизненное задание состоит только в одном — в уничтожении Москвы. Поэтому они ни на какие сепаратные переговоры с кремлевскими ублюдками, КГБистами не пойдут. Рейган четко и Тэтчер когда-то дали это определение, что Россия — это империя зла, и она должна быть уничтожена. Все. То же самое сказала Елизавета, только чуть по-другому. Что это система, государство, обладающее и контролирующее чужие природные ресурсы незаконно, должно быть ликвидировано. Поэтому эти две страны никогда на это не согласятся. Япония никогда не согласится. Канада — то же самое. Австралия — то же самое. Южная Корея. То есть вот есть морские государства, которые, Новая Зеландия, такие, ну, как бы вроде и небольшие, Сингапур, это государства, для которых Москва является антагонистическим противником. Теперь, для посткоммунистических стран, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия — это враг. Навсегда. Поэтому они, будучи членами НАТО и ЕС, никогда не подпишутся, так же, кстати, как Чехия, и я думаю, Словакия и Румыния, они не пойдут никогда на то, чтобы, так сказать, договариваться с Путиным сепаратно. Проблема в том, что они же сейчас открыто так сами и не воюют, поэтому сами могут и не договариваться, а Украину будут склонять. Нет, Польша понимает, что если если Украину, ну, как бы вывести с поля боя вот таким способом, то Путин уже, он же пьет кровь, он привык, что ему надо больше, уже теперь он большими порциями ее пьет, и его шобло. Поэтому, ну, как бы, ну, хорошо, склонили Украину к сепаратному договору, то есть вот как Корея, да, вот линия огня, вот типа вообще договора не подписали, а просто как есть, прекратили огонь и вот оставили все как есть. Предположим, что дальше? Он может успокоиться? Нет. Потому что ему надо жизненное пространство. У него ж, смотри, сколько санкций на него сделано. Санкции же отменить невозможно. Их ввели, а отменить их так просто нельзя. Поэтому уже 9-й пакет будет. То есть практически уже так все далеко зашло, что обратно повернуть нельзя. Уже сама ситуация стала абсолютно другой. Поэтому, и опять-таки, ну хорошо, прекратили огонь. А кто сказал, что они не начнут, Беларусь не начнет воевать на Балтийском направлении? Он же сказал, главный враг у него не Украина, а Запад. США и НАТО, он же четко сказал, правильно? Сейчас в Астане он опять это повторил, и во время пресс-конференции это сказал. То есть, ну, нету Украины, а НАТО ж есть, золотой миллиард есть, враги остались Российской Федерации. Ну, Украина типа вот, мы решили задачу, да, мы взяли 4 области, воду в Крым дали, все, мы все решили. Как говорили, так мы сделали, Луганскую, Донецкую область, там все решили. Херсон взяли, все, как вам обещали, мы это увеличили. Ввели их в состав Российской Федерации. Ну все, пусть себе этот остаток Украины там как-то разбитый, погруженный в руину, без света, без воды, без тепла, пусть они там себе как-то там, как черви живут. Хорошо. Но есть же другие теперь, с которыми надо разбираться. Швецией, Финляндией, Венгрия и Турция про них не проголосовали парламентами, правильно? То есть они их подвесили, как этих самых мух на липкой ленте, и висите. Надо с Польшей что-то делать, она же вообще нагло себя повела, правильно?
Литва, Латвия, Финляндия, Эстония вообще обнаглели. Видите ли, россиянам не нравится пускать на территорию. Давайте с ними разбираться, давайте с Молдовой разбираться, с Румынией давайте разбираться. Вот, то есть у них, если только в Украине скажут, вы, давайте вот скажет Франция, Германия, все, Италия скажет, все, Украина, прекращайте огонь, там трали-вали, все. Вот просто не признавая ни мира, ни войны. Но тогда Путин же привык каждый день жрать человеческое мясо и пить человеческую кровь. И он говорит, не, Украина это для нас уже не интересно, там это с ними, ну его нафиг, очень дорого кровь и мясо их стоит. А вот эти жирные, хорошие, откормленные, мирные, давайте будем, они как раз нам подходят для нашего питания, для боевых бурятов и прочих этих самых. Понимаешь? И вот это, то есть если сейчас линия победила бы, что Украине не давать оружие, остановить ее, то Путин не остановится. Он тогда изберет новый цель жертв. А жертвами для него станут вот эти все государства и Балтийское направление. Да, очень интересно. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайки этому выпуску. Конечно, подпишитесь на канал Олега Соскина, он будет отмечен как пользователь YouTube. Можно перейти, кликнув на его имя и фамилию, и, собственно, там тоже следить за обновлениями и свежей аналитикой. Последний вопрос этого нашего разговора. Олег Игоревич, это все прекрасно и как бы хорошо на перспективу, но тут как-то коммунисты российские выскочили и сказали, Аляску надо возвращать. Аляску надо возвращать. Ну, долго смеялись насчет этой Аляски, и раньше, там, несколько недель назад, но это вот свежее. Такое ощущение, что вот параллельная вселенная, где-то здесь там украинцы отбивают свои территории, где-то здесь там сложная ситуация, вообще там второй армии мира, как бы вот этого постулата уже нет, а коммунисты Российской Федерации за Аляску. Это вот что за фантомные боли? Ну, так же, как у Путина фантомная боль проявилась по Украине. Ну так вот подумай, у нас же были с ними все договоры подписаны. Он сам выступал, говорил, никогда не тронем ни Крым, ни целостность Украины, ничего. Но они, я думаю, они просто психически больные. И теперь как бы есть то, что я тебе говорю, есть мейнстрим. То есть они уже вошли в алгоритм войны. Им уже не важно, с кем воевать. Они теперь просто ищут новый повод. Я не удивлюсь, если кто-то скажет, давайте же возвращать балтийские страны. Давайте Финляндию вернем. Это же все была территория Российской империи. И вот эта заявка коммунистов, они же полностью жизанутые в этом плане, Аляску давайте возвращать, это получается, они как бы перепрыгнули через ступени. То есть Аляска это как бы высшая ступень следующей фазы войны. Но перед Аляской тогда должны, вот Миронов там говорит, другие ублюдки, типа там наследники Жириновского, Слуцкий и так далее, они говорят, так давайте же заберем Эстонию, Литву, Латвию, Польшу опять, то, что нам принадлежало Российской империи, Варшава, вот этот, как она называлась, Варшава и Катовице, да? Кошица, нет, Катовица. Вот там, где Краков был у Австро-Венгрии. Короче, вот эта часть, которую Катерина забрала, 3 раздела, когда больше было. То есть, вот это самое важное, ты правильно очень сказал. Просто коммунисты назвали высшую ступеньку. А до высшей ступеньки, до Аляски, есть другие ступеньки в Европе. Но они их пока камуфлируют, чтобы Европа, южные страны Европы и Франция и Германия расслабились, что типа мы ж как бы про вас не говорим. Мы про Аляску, про Соединенные Штаты как главный источник зла. Но они хотят достичь самого главного, и ты правильно это подметил, что
сделать с Украиной сейчас, как в Северной и Южной Корее, ни войны, ни мира. Просто прекратим огонь. И на тех позициях останемся вот как есть сегодня. И вот тогда они ударят по Европе, но будут нацелены, они ждут, когда в Штатах начнется бедлам. Они ждут декабря выборов, ноябрь и результаты выборов. И вот когда в Штатах начнется, так сказать, карусель, они скажут: да подождите, а Аляску ж мы же забыли, а Калифорнию ж мы же забыли. И тогда начнется вот эта вот рубка аж туда. Они начнут дестабилизировать то, что сегодня кажется совершенно маниакальным, каким-то замыслом про Аляску, а это станет реальностью в 2023 году. Интереснейший прогноз. А почему в 23-м? 22-й заканчивается, а воевать же надо быстро. Понимаешь, они считают, что если они сейчас выведут Украину с помощью европейских ренегатов, вот этих предателей, которые хотят пожертвовать Украиной, как Чехословакия в свое время, Мюнхенский сговор, они считают, что тогда у них высвободится огромная сила, и для этого уже Беларусь, как военная ударная машина, готова. Они считают, что тогда они разъединят Запад. Их задача разломать евроатлантическое единство. И тогда они говорят Европе: да мы ударим по Аляске. Европа расслабляется, говорит: да ладно, пусть это в Украине, как в Украине, не поставляем оружие, все, хватит. Вот это вот, как Южная Корея, пусть показывают свою возможность развития. А в это время они отрезают кусок, вот тот, что Путин говорил, северо-балтийский. Европа тогда вообще, уже Штаты будут очень недовольны. В Штатах как раз будет борьба и победят республиканцы на выборах в ноябре, я так полагаю. И вот, то есть их задача создать разъединение, разорвать на куски. И Китай они натравливают на Тайвань, а они в это время бьют по Аляске. Да, очень интересный прогноз. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете. Олег Соскин был моим собеседником в этом видео. Олег Игоревич, спасибо вам большое. Спасибо тоже. Друзья, подпишитесь на каналы, поставьте лайки этому видео, напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя, сейчас это самое главное, потому что, чтобы узнать, как пойдут россияне на Аляску, нужно вот сейчас выжить, позаботиться друг о друге и, конечно же, знать, анализировать и думать. Для этого есть, собственно, канал, на который я предлагаю всем подписаться. Александр Шелест, он называется. До скорого, берегите себя, увидимся точно.